Как работать с внутренними конфликтами в домашних условиях? Иногда бывает такая ситуация, что я к чему-то очень сильно изо всех сил стремлюсь, и одновременно с этим я изо всех сил стараюсь, чтобы я этого не достиг. Очень хочу много денег и очень боюсь много денег. Очень стремлюсь к тому, чтобы быть известным, знаменитым, востребованным, успешным. И изо всех сил стремлюсь скрыться, закрыться, сделаться невидимым, чтобы меня никто не знал и так далее, избежать этого. Очень чего-то хочу и одновременно очень сильно этого избегаю. Это как будто бы две программы, противоположные по направлению, одновременно работают в моей психике. По факту это так и есть. Как работать с этими внутренними конфликтами в домашних условиях самостоятельно? Самый простой способ – зайти через работу с частями личности. Например, я чувствую, что я хочу денег, я хочу много клиентов, я хочу быть профессионалом в своей области, я хочу иметь определенные успехи, власть, статус и так далее. Я прямо локализую, я определяю, я соединяюсь с этим местом, с этой частью личности, прям выделяю. И могу прям представить, что я помещаю эту часть личности, например, на ладонь себе. Или ставлю перед собой кресло. И это часть меня, которая хочет всего этого. Денег, власти, тачек, профессионализм, запускать ракеты в космос, электромобилями и так далее. Высаживаю напротив себя, чтобы я мог иметь возможность с этой частью поговорить. Как с другим человеком. Одновременно с этим, когда я соединяюсь с той частью, когда я чего-то хочу, я, например, отлавливаю свое внутреннее сопротивление. Например, страх. Или, например, стыд, что мама меня стыдила за то, что вот не выпендривайся, не беги впереди паровоза, вот тебе больше всех надо. Где родился, там и пригодился. Вот пойдешь, будешь 20 лет подметать стружку на заводе, может быть, тебя заметят и допустят к станку и так далее. Какая-то часть меня занимается чем-то другим. И я точно так же с ней соединяюсь, локализую ее и высаживаю либо себе на другую руку, либо также на еще одно кресло. И я получаю перед собой две части меня, которые внутри моей психики конфликтуют друг с другом. Моя задача с ними договориться. Либо чтобы они договорились друг с другом, либо чтобы я стал здесь медиатором, чтобы я стал их рефери, чтобы я их рассудил, смотрящий. Здесь я должен выяснить мотивы каждого. Нам нужно втроем, считай, здравствуйте, шизофреногенные паттерны, нам нужно втроем договориться. То есть я сначала интересуюсь, могу прям вслух даже с ними разговаривать, там, дорогой, я вижу, что ты хочешь денег, я вижу, что ты хочешь славы, я вижу, что ты хочешь очень быть крутым, сильным, успешным, богатым, знаменитым, чтобы тебя все любили и так далее, чтобы ты был очень востребованный, крутой, знаменитый, все на свете. Выявляем ценности, выявляем критерии, выявляем внутренний отклик вот этой нашей части, плюс части, стремящейся к чему-то хорошему, классному, ценному. Для того, чтобы часть вторая, часть сопротивляющаяся, часть минус тоже это услышала. Грубо говоря, нам нужно, чтобы они друг с другом лучше познакомились. Такая интеграция происходит. Соответственно, после этого мы обращаемся к части минус, части сопротивленцу, части, которая нас сдерживает, части такой невротической. И исходим из того, что эта часть что-то делает для нас ценное. Можем прямо так вот и разговаривать, что там, дорогая моя часть, я знаю, что ты что-то для меня делаешь ценное, важное. Я очень тебе благодарен. Я понимаю, что ты таким образом обо мне заботишься, но, пожалуйста, скажи мне, что конкретно ты делаешь и зачем. Я вижу, что ты делаешь что-то для меня. Но мне от этого больно, плохо, тяжело и так далее. Я из-за этого не достигаю и так далее. Мне уже надоело есть доширак и ездить на холодной электричке. Я хочу омаров, шато, дифлопе
и Крутон, допустим, и Бентли, или Экскалибур, что-нибудь. Пожалуйста, скажи, чем ты занимаешься, мы вместе разберемся. Начинаем закрывать гештальт. И слушаем свой отклик, какие ответы приходят. Или эмпатируем сами себя, то есть мы по факту разговариваем с нашей частью личности, задаем себе вопрос для того, чтобы получить ответ. Это такой опосредованный способ разговаривать с самим собой, со своим подсознанием. То есть напрямую мы не можем с нашим подсознанием поговорить и сразу видеть все картины. Нам нужен такой интерфейс, нам нужна некая игра, в которой мы увидим, что на самом деле происходит. Вот это некая игра, монодрама с самим собой, с 3 Антонами и так далее. И в ней мы должны получить ответ, чем занимается эта часть личности и зачем. Она точно для нас делает что-то хорошее, и будет приходить ответ. Допустим, эта часть меня защищает. Допустим, я в детстве или когда-нибудь сильно испугался того, что богатые, успешные, знаменитые могут трагически заканчивать свою жизнь. Допустим, я видел по телевизору эти, новости, где под очень странную музыку показывали малиновых пиджаков, и там что-то было очень все плохо. Или какие-то истории, которые заканчивались печально, или мама мне говорила, что вот такие-то люди, они все плохие, воры и так далее. И я чувствовал, что для нее это неприемлемо, и таким образом заражался этим стыдом и этими установками. То есть в детстве мы записываем себе установки родителей для того, чтобы они нас принимали. Мы тогда вынужденно копировали эти ограничения. Но сейчас пришло время разобраться, актуализировать эти ограничения. Этим мы занимаемся с нашей частью личности, которая о нас заботится. И начинаем входим с ней в диалог. То есть с чего ты, дорогая моя часть, которая защищает меня от всего плохого, с чего ты взяла, с чего ты взял, что меня, если я буду больше зарабатывать и буду иметь какой-то статус и буду известен, меня что-то плохое ждет. И приходит ответ. Вот я тогда видел в фильме, или я видел в новостях, или мои родители мне об этом сказали. И здесь прямо отвечаем, что времена были другие, и времена изменились. И у родителей были на то свои основания. Их в свое время тоже что-то пугало. Эта программа работала и была актуальна для каких-то других контекстов и времени. Но сейчас все наоборот. Сейчас, если ты знаменит, сейчас, если ты богат, сейчас, если ты известен и успешен, ты наоборот в большей безопасности, чем тогда. То есть актуализируем программы и смотрим, меняется ли эта часть, слушает ли эта часть нас и насколько она нам верит, доверяет, насколько меняется ее убеждение. Если в самом простом случае, если эта часть понимает, что теперь для того, чтобы исполнять эти функции, ей нужно наоборот стремиться к деньгам, власти, успешности, мастерству, популярности и так далее, то мы убираем конфликт. Все эти 2 части дружат, они, грубо говоря, жмут друг другу руки, обнимаются, мы их возвращаем себе, все, внутреннего конфликта нет. Но если все-таки конфликт не уходит, если мы находимся в ситуации, где эти 2 части договориться не могут, нам здесь нужно ввести 3-ю часть, которая будет их модерировать. То есть я вижу, ребятки, что вы не договоритесь, вы друг против друга, ваши цели противоположны. Для того, чтобы вас модерировать, для того, чтобы вами управлять, вводим 3-ю часть, которая будет определять, такой рефери, будет определять, кого мы слушаемся. Сопротивленца мы слушаемся, которые заботятся о нашей безопасности, или лидера, который ведет нас навстречу приключениям, где самые вкусные тортики и где нам теплее всего. Где нам теплее, вкуснее, где нас больше всего любят и так далее. Вводим здесь 3-ю часть, создаем 3-ю часть, прямо их раздвигаем, 3-ю часть перед собой и объясняем,
дорогая моя часть, твоя задача теперь управлять вот этой парочкой, для того, чтобы они не ссорились. И всю эту троицу возвращаем внутрь себя. И прислушаемся к ощущениям, как теперь. Если теперь внутренний покой, порядок, да, их там теперь трое, но теперь нет внутреннего конфликта, теперь нет самоподавления, теперь у меня внутри четкая система, в какой ситуации, чем я занимаюсь. Да, у меня, например, риск-менеджмент, если я волнуюсь по поводу того, что завтра мне выступать, или завтра будет сложный клиент, и я по этому поводу волнуюсь, включается часть, которая обо мне заботится, и я начинаю, например, готовиться к этому. Я начинаю лучше готовить свою речь, свое выступление. Или я начинаю готовиться именно по этому клиенту. Смотрю на его психотип, смотрю на его архетип, смотрю на его ценности, смотрю на его профиль в соцсетях для того, чтобы лучше с ним познакомиться, для того, чтобы лучше его почувствовать. И наша коммуникация будет более эффективна и так далее. Я готовлюсь. А потом на встрече этот мой рефери переключает уже внимание на мою часть плюс, где я исхожу из того, что мне нужно. Мне нужно, например, назвать ему ценник за свои услуги, а мне, допустим, до этого было стыдно это делать, но теперь я подготовился, и я могу это сказать. Например, мне проще себя будет продать, объяснить, что ценного я могу тебе дать, и насколько хорошо будет тебе, когда ты воспользуешься моей помощью, моими услугами и так далее. И я уже не буду подавлять сам себя, я не буду вываливаться из этого контакта. Ведь для того, чтобы мы имели максимальный теплый контакт с человеком, мы должны оставаться в себе, в своих ощущениях. Клиент же покупает по факту не продукт, клиент в первую очередь покупает нас. А дальше он уже слушает, что ценного может от нас получить и так далее. Поэтому очень важно при продаже оставаться соединенным сам с собой и так далее. Это частный случай. Но так в любом контексте. Главное, что мы таким образом избавились от внутреннего конфликта. Но и это еще не все. Если мы чувствуем, что все-таки сохраняется некое напряжение, что какая-то часть не отпускает нас и продолжает нас подавлять, даже когда мы ввели третью часть, регулирующую, существует еще следующий level up, более сложная техника. В самой сложной итерации, в самом сложном варианте она называется сущностная трансформация, бывает еще антисущностная. Но если ее упростить до бытового использования, по факту о чем мы говорим? Мы продолжаем разговаривать с этой частью сопротивленцем. И наша задача довести этот гештальт до конца, докрутить эту историю до конца, доиграть эту цепочку до самого конца. Например, вот, дорогая моя часть, я вижу, что ты что-то для меня важное делаешь, заботишься обо мне, защищаешь меня от всего жирного, сладкого, хорошего и так далее. Допустим, это часть, которая боится, что я начну деградировать. Например, встречаются такие часто истории, там, почему ты не зарабатываешь больше, почему ты держишь себя в сером теле, почему у тебя такой утилитарный склад ума, что ты для себя ничего хорошего не делаешь. Для других делаешь, для себя нет. Например, эта часть меня боится, что я расслаблюсь и деградирую. А для меня очень большая ценность развития. И быть глупым, быть не лучшим, быть расслабленным для меня стыдно, непозволительно. Начинаем разматывать, начинаем дальше прокручивать эту историю. Хорошо. Для чего ты меня подавляешь? Я вижу, что ты что-то делаешь для меня важно, для чего ты это делаешь? Допустим, приходит ответ. Я держу тебя в тонусе для того, чтобы ты постоянно развивался. Хорошо. Представь, что ты постоянно развиваешься. Зачем тебе это нужно? Для чего большего тебе нужно развитие? Next step, следующий шаг. Например, развитие мне нужно для того, чтобы меня любили мои родные, клиенты, окружающие, прям смотрели на меня и восхищались. О, какой развитый. Хорошо, берем это. Представь, что тебя уже родные любят,
уже восхищается тобой твое окружение, что большего теперь тебе все это дает. Следующий шаг. Я чувствую, что меня любят окружающие, родные и так далее. И теперь я получаю что? Я получаю отдачу, я получаю близость. Вот, мы уже продвинулись. Третий шаг. А теперь представь, что у тебя уже есть эта близость, что вокруг тебя очень близкие, теплые люди. И что большего теперь тебе хочется, что большего теперь тебе нужно, когда близость у тебя уже есть. Допустим, имея близость, я попадаю в состояние такого потока, драйва и так далее. И так далее, степ-бай-степ, шаг за шагом, я разматываю эту цепочку мотиваций до самого конца, до одного из 5 или 6 по-разному сущностных состояний. Вы сразу почувствуете, когда вы до него дойдете, потому что это состояние похоже на дзен. Это либо состояние такой истинной любви, это или состояние соединенности с собой, или осмысленности своей жизни. Это состояние, в котором вы растворяетесь. Дальше ничего нет. Это то, для чего была нужна вся эта драматургия многоступенчатая. И вот когда вы эту часть довели до самого конца, вы растворяете эту часть в этом сущностном состоянии и возвращаете ее назад. Допустим, мы шли к состоянию потока или любви. Хорошо. И вот теперь, когда у тебя есть поток и любовь, как теперь ты проживаешь близость? И меня отпускает по поводу близости. Теперь я всегда чувствую близость. Окей, хорошо. Шаг назад. И вот теперь, когда ты в состоянии потока и близость у тебя есть, как ты себя ощущаешь с окружающими, с родными по поводу восхищения тебя? Теперь у меня есть и восхищение, и любовь, и принятие других людей, близких. Меня по этому поводу тоже отпускает. Шаг назад и так далее. То есть мы шаг за шагом привносим в свою жизнь сущностное состояние, ради которого все это было. И мы таким образом закрываем гештальт. И эта часть может просто перестать работать, потому что ее миссия выполнена. Можно сказать: спасибо тебе за службу, твоя миссия выполнена, ты свободен. И освобождаем ее, и она перестает в нас работать. Мы таким образом убираем внутренний конфликт.